Всем привет! Всем привет! Вы на канале, где семья живет, учится, работает в Сербии. Сегодня 8 февраля 26 года. Сегодня очень важный день для нас. Мы переехали как 2 года в Сербию. Спасибо вам большое, то, что смотрите наши видео, пишите комментарии. Это очень хорошо. Сегодня, в сегодняшнем ролике мы покажем немного о своей жизни, о прошлой жизни. До переезда в Сербию мы жили деревенской жизнью, строили дом, разводили птицу, работали на земле. Это было нелегко, но это время стало важной частью нашей семьи, нашего опыта. Сегодня мы вспоминаем именно этот период нашей жизни. Вставлю небольшие видеоролики, которые я собрала. Это история нашей жизни и переезда в Сербию. Ну а остальные ролики, как мы переезжали, все это можно зайти на канал и посмотреть. Когда мы приехали 8 февраля 2024 года, была такая же солнечная погода. Цвели одуванчики, пчелки летали уже вовсю. И для нас это необычно, потому что мы когда улетали, у нас было минус 25, метель, снега, вьюги. Ветер очень такой сильный был. Когда мы улетали, у нас на лампочках сидела синичка. Был ветер, метель, и она сидела. Птичка никогда за весь период жизни, сколько мы там с 15-го года жили и по 24-й, никогда мы такого не видели. И это вот в феврале синичка сидела. Сейчас, если я найду ролики, я вставлю. Прошу извинения сразу же за качество роликов. Снимали в то время на кирпич. Это вообще 15-й год. 15-й, 16-й. Так что там качество не очень. Хорошее качество. Ну, можно посмотреть. Так что не судите строго. И приятного просмотра. Скажите что-нибудь, Дим. Ади. Дим. Дим. Чё? Спой песню «Не кочегар, мы не плотники, а мы монтажники, высотники». А, Дим? Дим, ты куда собрался, Дим? А, на рыбалку. Это мы чердак делаем, вот. Да. Это не мы делаем, а я делаю чердак. А зачем ты так оделась? Там вода? Я не оделся так. Это я всегда так хожу. У нас еще елка стоит. Сегодня какой у нас? Сегодня? Да. 23 августа. Нет, сегодня 18 апреля же. Апреля? Я в такой маске чувствую себя 23 августа. Ладно.
О, сегодня 29 тут вот всего. Маленькие цыпки. Вот они такие маленькие цыпки. Ну как, им уже 20-й день. Вот им. Наш огород летом. Сегодня 14 июля 2016 года. Помидоры. Огурцы. Вот черри, помидорки. Так, перцы. Перцы вот такие. Баклажаны обыкновенные, купленные по рублю в Ашане. Вот какой. 3 штуки аж висят. Надо сегодня сорвать его. Это у нас лук Expedition. Я его полила. Сейчас будем копать картошку. Картошку высадила 23 апреля 2017 года. В нашем регионе картошка 70 рублей килограмм, молодая. В Магните 69,90. Ну, то же самое. Сейчас посмотрим, почем она у нас будет. Так, ну вот тоже копнула немного. И вот какая. Я считаю, что отличная. Вот какая. Сейчас, подожди. Ух ты. Разрубила. О! Вот какая хорошая. Ну, в принципе, на пожарить хватит, я думаю. Будем выкапывать лук. Эти луковицы, я сначала думала, что это только на зелень. А потом посмотрела, то, что луковицы начали с такой скоростью расти. Это мне дала соседка. Очень много. Половину съели, потому что я думала, это на зелень. Вот. Вот такой погодой хорошей он начал расти в головку. И он что получается. Сейчас будем жарить картошку. Идет дождь. Даша с папой на огороде полят травку.
Короче, мы уже собираемся. У нас почти уже все чемоданы собраны. Почти. Нам нужно еще вот этот, нам нужно еще этот собрать чемодан. Короче, вот так. Время у нас 21:45. Так, ну вот наше пристанище. Окна так вот тут. Все грязно, мусор. Мясо коптили, наверное. Работа непочатый край. И это вид. Красота. Это в этой комнате, я думаю, первое время будем ночевать. Потому что она более-менее одна из чистых. Так, все светленько. Хорошо. Тут, конечно. Монтажечку, да. Слушай, здесь вообще просто. Ладно, хорошо. Это и... И что, хорошо? Нам надо будет утеплять. Что не надо? Утеплять надо будет с гаража. Да это... Всем привет! Вы на канале Катина ЛПХ. Я Катя. Меня Дима зовут. Кто не знает. Ну, наверное, все знают уже. Кто смотрит, кто будет подписываться, будет смотреть за нами. Да, спасибо большое, то, что вы нас смотрите, подписываетесь. Мадрид, привет! Из Мадрида. Ядрит Мадрид? Мадрид, Голландия, Израиль, Болгария. Всем привет! Всем привет! Все пишут. Интересно, с Белоруссии, с Украины, все пишут. Спасибо вам большое. Хотела, познакомиться, расскажем о себе немного, кто мы такие, откуда мы переехали. Родились и выросли мы в России, в Самаре. Мы семья, которая переехала из России в Сербию. В России мы жили неплохо. В Самаре жили, да, и там и родились. Да. Работали. Что Катя, Когда что я. Куйбышев был Ну да. в те времена. Был Куйбышев. Все, в 15 году мы начали строить дом. Мы сначала В России. у нас как бы еще один дом был, прямо на побережье Волги, но мы его не смогли оформить для того, чтобы там постоянно жить. ПМЖ, одним словом там. Прописка, Я уж не была. помню, да, как это Потому называется, что прописка, да. Лесхоз был. Да, и мы не смогли его оформить, пришлось нам его продать и купить другой участок, вот, где мы тоже решили построить свое родовое гнездышко небольшое. Вот, это в Самарской области, там рядом с Самарой, там 30 километров. Построили там дом полностью, прям с фундамента. Да.
За 4 месяца. За 4 месяца, да. Ну, мы, как бы, это дом достроенный, уже с крышей, с газом, там, нет, не с газом, с водопроводом, с канализацией, но нету, Крыша не была, да, но... не было ни облицовки, ни внутренней штукатурки. Короче говоря, ничего не было, одни кирпичи. И вот нам пришлось переехать в сентябре туда, все, и мы начали жить там, свое гнездышко потихонечку оформлять туда-сюда. Работал я много где работал, ну как немного, но и в спортивной сфере, и потом и окнами занимался, потом опять уходил, потом опять приходил. Вот. А перед отъездом в Сербию, это было 24-й год, вот, занимался прям плотно окнами, я около 15 лет. Мы переехали в Я 24 году, в занимался. феврале. А ты занимался до 23 года вот окнами? Ну, до 23-го, да, я занимался. Вот она, в Лет принципе, 5 одна из основных профессий. Были, конечно, у меня еще там побочные профессии, потому что у меня есть образование, соответственно. Вот, и у нас было там фермерское хозяйство, где у нас были и куры, и гуси. У нас гусей было там 70 штук, наверное. Потому что они плодились туда-сюда, вот оборот был у нас. Куры, индюки, яйца, куры, индюки. бройлеры. Да, у нас Мы этим теплицы. жили. Ну да, теплицы только для себя, а вот гуси, куры и так далее, это все было на продажу. Ну, у нас все свое было. Ну да. Все овощи, Да. фрукты. Мы вообще это любим, потому что я с детства вообще ходил в походы, в спортивные, ну, в каком-то видео, по-моему, говорили. То есть для меня город... Природа. Да, для меня город это так вот. Ну, то есть можно приехать там в туалет сходить в квартире или там переодеться, переобуться, и я там даже ночевать не могу в этих каменных джунглях. Вот это вот, конечно, это вообще для меня. Ну и Катя то же самое. Почему мы в Сербии сразу и уже как бы сделали ударение на дом? Мы не рассматривали ни города. Нет, квартиры мы не рассматривали, квартиры. города мы тоже не Белград, не Новый Сад. Вот. Я хотел быть привязан, да, к этому там километров 20-30, чтобы. Вот. Но там что-то цены нас приятно удивили. Пришлось немножко отдалиться. Но я не жалею. То, что Не-не-не. мы жили. Вообще ни в коем случае. Здесь вообще расстояния такие маленькие, грубо говоря, до Нового Сада 40 километров, до Белграда 150. Нормально. Нормально. Для нас, россиян, это, как бы, мне кажется, не особо большое расстояние. Потому что я и в Самаре мы там много ездили. Ну, мы здесь... в своей деревне до Курумыча 70 километров. Ну да, то же самое. Как-то ездили. Одним словом, мы сразу рассмотрели дом, купили дом. Давай, как мы купили. Когда мы приехали сюда. Мы 2 месяца искали, да, нам очень помогли Лена с Юрой. Мы еще с Россией с ними списывались, с ребятами. Они живут в Цервенке. Вот. Спасибо им огромное, если они видят, там привет. Да, Лен, Юра, Они, по-моему, смотрят, ну не знаю. Вот. И мы сняли дом за 300 евро, потому что мы с собаками, мы в квартиру, опять же, мы не рассматривали. Юра нас встретил из аэропорта. Юра с аэропорта нас встретил, да, довез за денежку это все. Ну, это нормально, за деньги. 120 евро. 120 евро тогда было. Сейчас я не знаю сколько. 120 так и стоит, наверное. Да? Угу. Ну, 100-120. Но что еще? Мы в России продали все. Мы, как говорится, из дома взяли только чемоданы, что уместилось 3 или 4 чемодана у нас было. Инструменты я кое-какой взял, но и то инструментов половину там раздал ребятам, знакомым, что продал. А у нас такие виды измученные были, мы там целые сутки добирались, потные все, уставшие. Чемоданы, да. Дочка, Катя, я тут тоже спать хотим. Потеряли. Вот, и у нас перегруз был, и ну ничего, он пропустил, мы ничего не стали доплачивать, слава богу. Вот мы ехали с Тайсоном, с маленькой нашей собачкой. Глаша, мы приехали 8-го, а Глаша уехала 7-го из России. А мы улетали 8-го. Глаша стоила 800 евро 800. Из Самары прям до нашего, где мы проживали, аренду снимали. 800 евро. Прям на месте мы отдали 800. Он как приехал, привез собаку. Вот ребята красавцы, я не помню, как называются, но найти можно. Я не знаю, работает сейчас. Не знаю. Но это 2 года назад был. Да. Нашли мы дом через Авито, по-моему, да? Да, или Авито, или 4 Зида. Фотографии. Да, мы просто по фотографии нашли.
Мы искали, Одна фотография была. Мы искали, как мы приехали, мы сразу же на следующий день у нас была предоставлена Нам машину, машина. да, вот мы Юра сели и с Леной поехали. нам Бутерброды дали. в машину, 400 евро машина стоит. 400 евро. И поехали. Мы не обращались к риэлторам, мы не ходили как бы... 400 евро в месяц, надо сказать. 400 евро в месяц. Может, люди подумают в день там, Да, или в неделю. ну плюс там определенный километраж был. Если ты сколько-то накручиваешь, больше там... Ну да, там 5 или 7. договорчик был такой, но он чисто формальный. Никто на это не смотрел, они адекватные люди. Вот это. Да, очень... Даже Вот. нам деньги вернули за электричество, что ли, что-то там. Да, что-то там мы то ли переплатили, что ли. Они нам вернули. Мы проехали очень много, мы вообще всю Сербию Около съездили. 7 тысяч. Искали дома, Мы которые сначала поехали в горную местность. Думаем, жили на равнине, хотим в горы. сторону Ниша, Оранжеловец, там вот эти все. Там. Петровоц-на-Млаве. Да. Там красивые места, там Там очень места красиво. класс. Там и курорты, и все. Про Петровоц-на-Млаве. А что говорить про нее? Ну, там хорошая вот та сторона, мне понравилась она. Но цены там заоблачные, за непонятные какие дома, я уже думаю, кто кому должен за дом. То ли я вам, то ли они мне должны, то, что я туда должен заехать. Дома, конечно, там вообще рушина, недострой. Нормальные дома, мы там смотрели там парочку, но там цена там за 100 тысяч евро. У нас был бюджет не совсем большой, как в принципе, наверное, у большинства людей здесь. Там 30, там, ну максимум 50 тысяч евро. Мы могли что-то там как-то, но за такие цены там нельзя ничего купить нормального. Можно, но один дом нам тоже предложил, там риэлтор одна. Вот, но по специфике моей работы я должен ездить постоянно, каждый день. То на замеры, то еще. Но я знаю, какая специфика работы. Я же понимал, сколько мне ездить предстоит. И там серпантины, вот эти вот серпантины, там, ну жуткие. Ну, иногда камни падают сверху. Да, и разъезд со встречной машиной, там прям вообще зеркало в зеркало. А я понимал, что, ну, как бы, устаешь же на работе, где-то внимание потеряешь, то есть однозначно. То есть небезопасно, одним словом. То есть мы из-за этого отказались. То, что И я ночью, понимаешь, ты же ну, да. иногда То есть вечером, это ночью. можно там не туда зарулить, там мало ли сейчас вот у нас гололед был, то с гололедом вообще, наверное, не выехали бы оттуда. Одним словом, мы так смотрели там по дороге, локации и так далее. Места там классные, но там отдыхать только. Приехать туда отдохнуть, ездим, да. там на недельку зарелаксировать и домой обратно. В горных речках поплавать. Да, класс. Мы там и форель покушали, у нас тоже видео какое-то было у тебя, когда помню. Да. Вот, и все, и мы нашли в каком-то чате, Катя увидела вот эту фотографию нашего дома. Мне понравился участок, большой участок, потому что так как у нас огород был большой, 12 соток, и я думаю, то, что нужно нам... Мы локацию это вообще не рассматривали. Вообще Возле даже, Бачи что Топола мы это даже за не деревня смотрели. такая непонятная? Ну, мы знали, что есть такая Субботица, а то, что кривая, какая-то Бачка Топола, ну, знали, но А как-то не потом, когда придавали. приехали, да, нам Пачир предлагали, Моравицу, что Баймак и Байшу предлагали, Да много риэлторы. чего. Ну, да, Ну, риэлторы. нам не понравилось то, что они нам предлагали, и решили взять все в свои руки и искать самим дом. Мы нашли дом. Нет, мы не то, что конкретно прям полагались на них, а мы и сами искали, и риэлторы нам искали. Но одни риэлторы отцепились прям максимально быстро, потому что мы ему обозначили свои позиции, показали, сколько денег у нас. Они, нам не интересно. Да. Ну, то есть, И вот так. у нас был такой критерий к нашему дому, то, что мы хотим дом, чтобы окна не выходили на пешеходную дорожку. Ну, рядом не были пешеходные. К риэлторам, да, чтобы не было такой вот идет, люди ходят и окна. Нам Одна риэлторы говорит, сказали, что у нас вообще такого да, нет. таких домов нет. Здесь, в Сербии. Как нету? Ну, мы, ладно, вроде. Ну, мы приехали Мы у сказали, нас. будем искать. Ну, да. Все равно. И нашли. Значит, мы нашли так. У Сами. Нас, да, мы сами нашли. Мы увидели эту фотографию, приехали в эту деревню по навигатору. И мы увидели этот дом, остановились, зашли. Здесь хозяйка клубничку там пропалывает. Мы так и так, там на ломаном сербско-русском там. Не знаю вообще. Ну, вообще не знаю. КЛМЛ там продаете, ну, слово продаете, оно как бы, она поняла нас. И все, и мы с ней потихоньку туда-сюда, значит, через 2-3 дня знакомые, которые у нас появились в Сербии, там, одни из первых Чисто дней. случайно. Чисто случайно. Тоже. Сергей с Женей, да. Спасибо им огромное, привет. Жень, привет. Вот они нам Сергей, дали привет. адвоката, который здесь решает, в принципе, все. Не риэлтор, никто, а просто адвокат и нотариус. Вот эти два
человека, которые решают все сделки, ну все вот проходит через них. А риэлторы там ничего не решают. Так что Риэлтор только дом находится. ну да, риэлтор, просто мы не будем лишать работы риэлторов. Сейчас скажут, ой, зачем нам риэлтор это? Ну, каждый по-своему решает. Хотите к риэлторам Нет, если обращайтесь. статус Хотите... позволяет У вам меня риэлтор. лишних денег нет, скажем так, на риэлторов. Короче говоря, мы ей дали телефон этой хозяйки. И она все сама разрулила. Есть долги, не долги, кто прописан, не прописан. То есть все. Через 2-3 дня она говорит, я вас наберу. Через 2 или 3 дня набирает. Она говорит, все, вам на какое число сделка удобно? Я, говорит, все документы проверила, с нотариусом договорилась. От вас, говорит, только 2 свидетеля. Мы вообще говорим, как так, все что ли? Он говорит, да. Мы приехали, залог ей дали 500 евро. Написали какую-то расписульку там. Здесь вот стоял стол такой, все прокурено здесь, кошмар. Расписулька, хотя она нотариально ничего не вообще, если мы даже в суде, мы бы ничего не оспорили, не выиграли, ничего вообще. Да и она бы тоже. Короче, мы ей даем 500 евро. Залог. Да, зафиксировали, как бы, что вот так и так, ребят, мы как бы хотим, ну, точнее, бабушка здесь была, мы хотим, вот уже все, мы покупаем. Немножко поторговались, но мы же на рынке, это же нужно так. Все, мы торганулись немножко, да, был уступ. Ну, не совсем там, конечно, как хотелось бы, но немножко уступило. Ну и все, и мы на сделку там через сколько там, неделю, через 1,5 приехали, все, мы уже сознанием дела. Залог мы отдали, все, мы уже дом не ищем, все, мы на расслабоне, все, булки расслабили. Все, приезжаем на сделку, 2 у нас свидетеля, вот. Андрей и Женя, да, была. Да, все они прям... По 2000 динар. Вот. Они отказывались, но мы не могли не дать, потому что, ну что, люди свое время потратили. Благодарность должна быть какая-то. Да. Не за шоколадку же, а А почему нет? Короче, ладно. И все, и минут 30 сделка шла, нотариус, мы все подписали, все, нотариус джин-джин-джин. Все, готово. Все это быстро проходит. Все это быстро. Если документы в порядке, все это быстро проходит, но не продадут вам дом с какими-то там подводными камнями, потому что все адвокат никак рассматривает и нотариус рассматривает. И все, значит, она нам сказала, прямо на сделке, она сидит через переводчика, там же переводчик присутствует, который 8000 динар стоит. Она говорит, что она просит время, а у них по законодательству, по-моему, я не буду врать, 45 дней. По-моему, 30. По-моему, 30 дней. Она говорит, мне вот там до 5 числа вывести все там, ну и вообще как бы что-то найти. Мы говорим, да без проблем, конечно. А у нас как раз дом там до 8 числа, до 9. До 9 То есть как раз, грубо говоря, если она 5 выезжает, у нас еще 3-4 дня там на проветрить, чтобы нам здесь-то не жить, потому что здесь жить негде здесь. Лампочки она все скрутила, вообще все розетки забрала, ну все, что можно. Ну мы не обижаемся, ради бога, мы все равно бы их выкинули. Все прокуренное. Да, все прокуренное, все это. Вот и все, и мы... Значит, 5 числа приезжаем, она нам ключи отдает, говорит, до свидания, все, и мы чистые владельцы нашего прекраснейшего дома в отличнейшем месте. Ну и начали потихонечку, да, ковыряться, смотреть рынок стройматериалов, там, сям, туда-сюда. Работа, так ты потихонечку. сразу же потом вышел на работу, мы как поставили окна, это где-то месяц Я, слава богу, я вот нашел человека, нашел фирму точнее, да. вот, которая по Сербии занимается вообще очень серьезно. И они делают окна немецкие. Вот, и причем из там, ну я не знаю, немецкий или австрийский профиль, вот этот вот момент умалчивает. Хотя транспортные накладные, я смотрел, что вроде бы как из Германии все это поставляется. Профиль неплохой. Короче говоря, начали мы работать, я начал потихонечку, да. Да, Дима работает до сих пор, и все, мы размещаемся, свою рекламу ты делаешь в Telegram, Facebook, да? Также ребята рекламируют. Facebook еще нет? Ну, Facebook сейчас делаем. Да, ребята рекламируют Олеся с Иваном. Иван, Олеся, вам привет большой, спасибо большое вам. Да, всем твоим, кто заказчик. Ну, все меня знают, сложно всех перечислить. Все, кто меня видит, кто это. Да, всем привет. большое. Всем привет, всем если привет. что, звоните. У Олеси и Ивана есть канал Олеся Мир, тоже очень, они хорошую информацию там тоже говорят. Нормальные такие, молодые ребята, простые. Нам на нашем пути попадались очень хорошие люди. Нормальные, да. Очень хорошие люди, спасибо им большое. Все помогали, кто нам еду таскал, тот таскает. Кто? То пирожки принесут, то борщ принесут, то еще что-то. Да всем спасибо большое. Так, что еще-то сказать?
Вообще для нас февраль месяц очень Знаковый. значительный такой. Мы переехали сюда, в Сербию, из России 8 февраля. 14 февраля у нас свадьба. 14 февраля у Димы день рождения. Какого-то в конце февраля мы дома это даже Не у меня день рождения, у папы моего. А, да, у Диминого папы, господи. Его, правда, нет уже с нами, но значительный такой, знаковый февраль, да, для нас. Угу. Так, что еще? Давай поговорим, что в Сербии вообще вот минусы какие. Минусы, но у меня есть некоторые минусы, так как я очень люблю природу. И без воды, и без природы я вообще, то есть, ну, прям, для меня это как бы тяжеловато. То есть, то, что вот здесь есть озера, это для меня прям большой плюс. Я и купаюсь иногда бывает. То есть, сейчас вот зимой тоже я иногда, Катя просто не снимает, ну, не хочу я это. Вот. Для меня нет здесь рыбы воблы сушеной. Можно какую-то там купить, шаранчик, там, в смысле карп, вот это, щук, там здесь все это есть в реках. Но вот именно нету в облачке. Ну да, и чтобы вот рыбачить сушеный, просто вяленый. так удочку не закинешь. Нет, 9 тысяч динар стоит на сезон дозвола, ну, разрешение. 9 тысяч динар. Это может и хорошо, кстати, что рыбу ловят в ограниченном количестве там, и так далее, что вот нет такого, как, знаешь... Ну, знаешь, бы тоже, кто следит за этими озерами, они бы следили бы за чистотой. Вот так. следили бы за мусором, наложили бы огромные штрафы, а то свиней... Есть вот мусор, мы сейчас вот немножко дороги просохнут, мы пойдем этот мусор собирать. Вот даже наше озеро. Вы следите лучше, никто там одну-две рыбки, вот нам пишет там один, вот вы там рыбу из-за льда выдолбили, я вас могу оштрафовать. Да вы лучше оштрафуйте тех, кто мусор ссорит. Или там штраф наложите, вот вы где должны свою инициативу проявлять, а не двух рыбок там. Да я вам заплачу штраф, не проблема, не проблема. Просто дело все в том, что немножко в другом проблема-то. Вы видите все как-то немножко мусор, вот что проблема. Или вы лучше, чтобы там языком болтать, вы лучше пойдите, соберите это все в мешки и принесите на помойку. Делом надо заниматься, а не... И еще какой минус? Кемпинги. Кемпингов Просто вообще так здесь очень поставишь. мало в нашем районе. Там есть, там где ближе к Румынии, Ниш, там все это кемпинги, там где есть. толпа, а вот так вот просто в лесу, да, где хочешь, это ты не нету. поставишь. Нет, вот здесь, допустим, у нас в Субботице, я, честно говоря, кемпинга не знаю. Вот просто приехать, поставить палатку, как в России. В любом Вот месте. мы приезжали, в любом месте мы ставим. Мы же не приехали, грубо говоря, там экологию какую-то там загрязнять, там, или, я не знаю, машины мыть, там, ну, знаете, как вот приезжают и машины начинают мыть, загоняют. Мы этим не занимаемся. Мы мусор за собой убираем. Вот это проблема. Это не проблема, точнее, но это просто как-то, вот, знаете, немножко напрягает. Хочется куда-то к воде, искупаться, рыбку посидеть, половить, там не 50 килограмм, а там 1-2 достаточно. Просто там пожарить также ее там. Мы не на продажу ловим сетями, а вот 1-2 штуки там, во. И вот это вот, конечно, сложно здесь. Вот это меня напрягает. Прям напрягает, потому что я любил походы, Мы купили палатку специально, прям хорошую палатку, спальники там и так далее. Все это туристическое оборудование. Только для того, чтобы... А потом мы столкнулись вот с такой проблемой, прям реально. Они есть, кемпинговые зоны, там все. Вот. Но мы в Валево в одну приехали, кемпинговую зону. Там не чисто. Во-первых, туда пройти по камням, там метров 300. А мы с собой берем там мангальчик, там дровишки берем. То есть у нас там рюкзаков штук, ну, море. Вот туда-сюда пока находишь, а потом отдохнешь и обратно еще все это носить в машину. Это, конечно, не очень. А идешь по таким камням еще вот там в Валево и под склон там немножко. Тележку надо покупать. Да, тележка по таким камням все равно Нет, она они будет есть там. специальные. Ну, может быть. И еще, конечно, но все равно мы будем ездить, никто все равно найдем. кемпинговую там зону это не убирает. Там труба какая-то, не знаю, для чего она предназначена. И она там вся... Ну да, там. Не для Ютуба будет сказано. То есть, ну вот это, конечно, кемпинговая зона. Ну что, ну... Вот. Если, значит, туалеты надо ставить. Ну, конечно, если кемпинговую зону вы организовали... Еще дядечка ходит, собирает за палатку сколько-то денег. Ну, может быть, я не знаю.
Мы там не были. Нам говорили, мы там не были с палатками. Мы Они есть кемпинговые зоны, я смотрел по Сербии, но в нашем районе здесь нет, они все там. Хороший бизнес можно сделать. Можно, но... Кемпинг. Можно. Только здесь нету его кемпинга. Вот Здесь... на озере. Да их нельзя, ты что? У нас вообще может, разрешение? охраняемая зона, ты Да? что? Да, конечно. Охраняемая зона. Так, что еще? Минус электричества. Очень дорого. Бензин дорого. Бензин очень Электричество дорого. но я считаю, он вообще один из самых дорогих в Европе. Когда мы уезжали в Черногорию, стоило евро 30. Здесь почти 2 А евро. в Боснии дешево. Литр. Смотри, мы когда приехали в Это вообще... 24 году, это в феврале, акциз. мы когда приехали Дорогой. в 24 году, в феврале, бензин стоил 186. Сейчас сколько стоит? Бензин 170 с чем-то. Ну, понизился. Ну, понизился, ясное дело. Понизился, но все равно прям звериная какая-то цена. Электричество. Электричество дорого. Там существует в электричестве 3 зоны. Первая, вторая, третья. Зеленая зона до 350 киловатт. Вторая зона — это синяя зона, там от 350 и до 1200, а красная зона — это третья, 1200 киловатт. Если ты переходишь за 1200, то ты оплачиваешь там около 24 рублей динар. Ну за- там, по-моему, за по киловатт. среднему, вот, с нас, по крайней мере, брали 14 динар за киловатт. Ну, да, Вот там, мы, короче... 2800 у нас налетело. А так, если до 350 считаю, за 6-7 динар. Ну, да. У нас за свет выходит где-то там 6, 5, 6 тысяч. Дров среднем мы купили, 6, да. дров мы купили. У нас работает все. Мы ни в чем себе вообще не отказываем. О отоплении. Как мы отапливаемся, сколько мы купили дров, сколько мы заплатили. Давай. Но дров мы купили на 92, по-моему, тысячи. 95. 95 тысяч. Да. 95 тысяч мы дров купили. Но у нас еще куба 3, наверное, осталось. Давай расскажем. Я не знаю, сколько, мы но примерно купили 6 палет. В одном палете Купы 8. Купы 8. Один куб и 8, вот этот один палет стоит, мы купили за 16. 500. 16 500. У нас таких палетов 6. Мы их разгрузили, все. Они у нас сухие абсолютно, потому что мы летом покупали в августе. Дубовые. Все дубовое. Сейчас у нас мы отапливаемся только дровами и электрический пол у нас. У Даши в комнате включен на постоянку электрический пол. За электрический пол и все за электричество мы платим в среднем около 6 тысяч. Угу. Ну, мы вообще ни в чем не отказываем Да, себе. начали топиться. Я сейчас вот выставлю график, как мы начали топиться, что у нас было в том году, когда у нас был неутепленный дом. Что там? И сейчас. Ну там дохрениллиард. Так можно сказать. Ну ничего, это мы прожили, мы дом утеплили, все. Комфортно с утеплением дома, но, правда, у нас еще один уголочек остался. Вот мы вложились. Теплеет. Да, мы утеплили потолок на чердаке и утеплили стены. Пол второго этажа мы утеплили. Я утеплил гараж, потому что Дашенькина комната находится над гаражом. Я тоже потолок там утеплил в гараже. То есть, ну, чтобы я сделал такую подушку, не вот просто как раз утепление. идет утепление дома. Да? Да. Ну вот. И все, и у нас прям тепло. И еще самое главное, я сделал вентиляцию. Вентиляцию, Я да, пробурил самое вентиляцию вот этого вот холодного, мокрого воздуха, который мы дышим, выделяем. Там чайники, супы варим. И вот этого нету. И то есть вентиляцию мы даже ее не включаем. Она у меня как бы такая механически-принудительная. В туалете у нас ночью вечером приоткрывается окно, потому что как мы накупались все, мы окно приоткрываем, чтобы была такая небольшая щелочка, тоже нету влажности. В том году было влажности, У нас это все просто потолки черные углы были. чернели, потолки чернели, это было что-то. Мы просто вот ходили с хлоркой, все вот так же, покупали всякие от плесени, сейчас этого нет. Потому что у нас утепленный дом, мы топимся дровами, у нас вентиляция. Вот. Вентиляция вообще простая. Я с наружной стороны кинул трубу 1,5 метра. Выше дыры То есть на 1,5 метра. И все это вытягивается. Между комнатами у нас вот отапливается кухня и зал, отапливается печкой, и Дашина комната. Одна у нас единственная комната, она вообще не отапливается.
Просто постоянно Ну, дверь там открыта. 22, да, градуса нормально, 23. Она туда ничего, там ничего нету. Вот Да, это да. все теплое, оно заходит туда. Здесь у нас дома комфортно 25-26. Тепло, комфортно. Влаги нет. 25-26 это, конечно, многовато. Они Даже вот форточку если на ночь сейчас, открывают. сколько у нас, 24 градуса все сейчас. 24, мы сейчас практически не так Ну, вот. вообще даже носы мерзли. да. Ну, У нас в том году, конечно, были и руки холодные, носы мерзли, ну вообще. У было нас дом тем свежо. более из блока сделан, просто из Было блока. очень свежо. Так что, ну что, мы это пережили, это не навсегда, как говорят. Да. Так что минусы вот такие. Это электричество дорогое. Ну, знаете как, относительно дорогое. Если сравнивать с Биллом Гейтсом, то да, ему Нет. вообще все равно. А нам как бы Мы дорого. почему платили дорого? У нас дом не утепленный был. Вспомни, да. в России, когда мы жили, мы только построили дом. Мы в декабре, помнишь, с тобой утепляли У дом? нас 6-киловаттник с У нас тобой. 6-киловаттник, мы заплатили в месяц 12 тысяч. Двухэтажный дом, сколько у нас было квадратных метров? Жили-то мы на втором только. По-моему, Нет, и на первом, и на втором жили все мы. 12 тысяч заплатили мы за месяц. Так что, потому что неутепленный дом, все уходило, улицу грели. Ну, потом мы в России вот платили, когда, да, в месяц много, мы сделали газ и утеплили дом. И, конечно же, меньше стали Здесь мы платить. в этом году уже написали заявление, возможно, ну, может Возможно, быть, будет, да, да, газ. газ уже или в этом году, или в следующем, так что у нас газ есть в деревне, так что газ обязательно подключим сразу мы. Вот так. Как еще? машину, Что, купили? да, мы без ВНЖ. Да, машину мы вообще просто ВНЖ купили. продлилась на 4 месяца. ВНЖ Почему? у нас Потому что там сложняк. какая-то проблема была с документами. По поводу машины тоже Юре спасибо, он подобрал мне машину нормальную. Ну, я нашел машину, он приехал, посмотрел, говорит, ну вот из 3, из 4 возьми вот эту. Он своим толщиномером там послушал туда-сюда. Вот. Ну, как бы, спасибо. Да, Все, я машину приехал покупать, я говорю, у меня ВНЖ пока нет, я говорю, деньги есть. Он говорит, без проблем, мы сейчас у нотариуса все оформим. Мы приехали к нотариусу, к его знакомому, оформили доверенность на меня, он мне ключи вот так отдал, я ему отдал деньги, 4300, по-моему, евро. Он мне написал расписку, что такой-то, такой-то, взял деньги в счет там, ну и, короче говоря, и все, я поехал. Потом он говорит, ты как ВНЖ получишь, напиши. Я говорю, а вы как, если штрафы какие-то придут, тоже напишите. Он говорит, окей. Месяца через 3, когда мы получили ВНЖ, я ему пишу. Машину переоформил. Он мне говорит, хвала, там и все. Да, не было Вот никаких не было вообще трудностей никаких. На себя мы переоформили машину за сколько? Около 13 тысяч, по-моему, да? Денег? Да, по-моему, я уж не помню. Ну да, по-моему, номер. Номер 5 поменять и 8, по-моему, само переоформление. Что такое? 13 тысяч, около 13. Да, все это быстро, тут же номера дали. Да. А технический пригляд, это страховка, это все там входит. Это делается раз в год. На мою машину, вот 1.9 у меня Тюран Volkswagen, стоило 41 тысяча динар. Это раз в год делается. Нам сейчас в апреле надо будет Да, делать. в апреле сейчас надо будет опять 41 тысяча динар. Вот так. Ну, дорого. Так, про дрова рассказали. И страховку, семейную страховку, потому что страховка здесь обязательно. Кто не работает официально, можно страховку сделать на всю семью 5300. Да? Да. Все, кто работает официально. Было 4700, по-моему, а сейчас с этого месяца подняли 5300. Вот на троих, на нас, на всю семью, будь вас 5 человек, будь один, 5300. То есть я считаю, что это нормально. Это покрывает не просто хит на помощь, там, скорая помощь, а это полностью вся страховка, это примерно такая же страховка, это не примерно, точнее, это в точности, как это, одинаковая страховка, как и у серба с паспортом. Да, у всех такие карточки родственники Да, дают да, пластмассовые. да. То есть, ну, она нужна, да, мало ли что, не дай бог. Ситуации разные, мы в другой стране здесь, ну мало ли. Но Всегда мы, подстрахуемся. мы не обращаемся просто так, там, ой, голова болит, там, или волосы ломаются, или еще что-то там, мы не обращаемся, или ногти там, еще что-то. Мы что-то экстренное, если уж прям совсем. Вот у тебя была ситуация, у нас еще не было страховки, и ты наступил на ржавый гвоздь, и начало что-то происходить там с ногой. Дима говорит, я не пойду. И мы пошли.
без страховки. Сколько мы отдали? Да недорого. 1200 динар, но мне там и уколы наделали, и перевязки, и там, и что-то там, я говорю. Сколько заплатил? 1200 динар. В очереди стоял? Нет, вообще никого. Я один. Все, то есть девочки оказали первую помощь. Да, все с улыбочкой. Ну, все такое прям нормально, все чисто, все. У нас в нашей больнице бачка топла. Да, дети. А мы, кстати, когда проходили, сейчас у Дашеньки медосмотр был, да, раз в год, наверное, или, я не знаю. Ну, мы первый раз, одним словом, проходили. Календарные прививки, сейчас вот как раз 13-14 лет нужно делать прививку от дифтерии. Вот нужно была обязательно вот эта карточка. Календарь а у Дашеньки прививок. Она есть. Да, у нас-то нет вообще медицинских карточек. Ну да. Да у нас в России, у меня в России не было. Не было, нет, слава богу. Закаляйтесь, занимайтесь здоровьем. Не пейте, не курите. Не пейте, не курите. Все в меру, одним словом. Я правильно сказал? Очень правильно. Ну, что еще-то? Че? Не знаю. На еду сколько мы тратим? Сколько нужно в месяц денег? Да это смотря как. Но на еду, ну, Вот. в основном львиная часть, вот у меня, я так примерно, я не считал, но я примерно прикидывал. Но по моей работе, то, что вот человек даже, если он не будет работать так, как я, будет ездить примерно в день километров 150-200, ну, посчитайте, сколько, если машина там 5-10 литров ест. Вот посчитайте, если там просто стоит, там, допустим, на холостых там, и так далее. Короче говоря, где-то в неделю 1010-15 на бензин у меня уходит. Вот так. Ну, много. Да, много на Вот бензин. я вчера предыдущий ролик На был бензин у нас. много. Очень дорогой бензин, Мы я потратили считаю. на еду 8 тысяч. Ну, это нам здесь мы прям много купили, потому что холодильник пустой, меня не было, я тут в разъездах был. Да. Вот. То есть так. Еще что мне нравится, одежда. Здесь приходишь, одежда такая качественная, хорошая. Вот все магазины, которые закрылись там в России, все здесь и скидки, реально скидки. Ты видишь, что если 50% Сейчас на вот в феврале на зимние, скидки да. огромные, да, надо. И мне так нравится, покупаешь там маечки, какие-то там что-то еще, и радует цена. Радует, вот честно говоря, меня. Ну, дороги хорошие. Вот то, что бензин мы платим 200 динар, не 200, там 190, ну 200 пускай будет за литр. Я аргументирую тем, что дороги делаются. И дороги вот у нас здесь, Да, где в мы Воеводино, да, очень хорошие дороги. Прям едешь вообще, то есть ни ям, ничего. Где-то вот города, вот Субботица тоже вроде неплохие дороги, но там есть, конечно, такие немножко перегибы на местах. Белград тоже не очень дороги, Нови Сад так себе. Но мы туда ездим, я туда езжу, точнее, только по работе или просто там в ТЦ погулять и уехать обратно побыстрее. Потому что я не люблю большое скопление народу. Вот. Ну, может быть, с возрастом это сказано, может быть, я не знаю, связано. Вот. Я люблю, когда вот, то есть, все потихоньку. Вот. Раньше, конечно, мне хотелось какого-то там драйва. Вот сейчас нет, сейчас уже спокойно, хочется постепенно идти, то есть по жизни уже, чтобы не торопясь, одним словом. Вот. И не нравится мне вот этот вот ритм жизни. В Белграде все бегут куда-то. Да. Куда-то. Ну, пробки, опять же. Пробки, да, и пробки, причем кто на машине ездит мало, ну, не умеет, там, светофоры вот на таких вот горах. То есть, вот, кто не умеет трогаться с таких гор, ну, конечно, лучше в Белград не соваться на машине. Ну, красиво там. Не, Белград класс. Белград Красиво. И класс. главное, класс. есть небоскребы, Белград и тут рядом класс, какие-то да. такие. Ну, мне и Нови Сад нравится, там вот эта крепость, и Фрушка. Нет, вообще красиво, да. И Субботица красивая. Субботица красивая и в центре, и не в центре тоже. Бачка-Топол тоже красиво. Бачка-Топол вообще классный город. Вообще. То есть он очень удачно расположен. Он очень удачно, потому что здесь и рядом главный путь, ну, это платный путь. Здесь рядом поезд этот скоростной, который ЖД-станция. Здесь есть и школы, и ну, все, что нужно. Там кто-то скажет, вот ресторанов там нет. Да нахер они мне нужны, эти рестораны? Я сам неплохо готовлю. А ресторан я... Это точно. Я побрезгиваю. Вот, потому что я не работал в ресторане, но знаю. Я работала. Ну вот, так что в ресторан я что-то не особо люблю. Я лучше сам готовлю дома, мне нравится. И без заморочек, и дешевле, скажем так. А в ресторане посидеть, покурить, погонять языка там, не хочу. Столько дел можно сделать. Да, конечно. Я лучше пойду вон и около озера Бачка-Топола посижу. Посмотрю на озеро, чем в ресторане сидеть. Я не люблю. Так что
кто любит ресторанные, это ресторанное такое движение, это одни цены на расходы. Кто просто дома курочки купить там в магазинчике. Очень вкусная курица. Вот Да, вообще классная. Классная. Мы причем, когда говорим классная курица, это значит классная, потому что мы соображаем в деревенской курице, в деревенском мясе, потому что мы его, сколько мы ели его. Я привезла поилки с собой из России. Поилки, думала. Поилки для чего, скажи? Поилки для курей. Вот так скажи. Поилки для курей. Ну, поилки для чего? Для лошадей, что ли? Мы лошадей не держали. Причем тут лошадей, может, немногие не поймут, что для зверей. Поилки, скажут, какие поилки. Ну, ЛПХ люди не знают, что такое. Так, всем пока. Все, подожди. Да. Всем большое спасибо, кто нас смотрит. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, пишите комментарии, это продвигает наш канал. Все. Всем счастливо. Пока. Всем спасибо.